Степан собрался выгнать машину из гаража. Надо отвезти жену к ее сестре в другой поселок. Мужчина направился за дом. Гараж располагался там. Здесь Степан увидел своего 8-летнего сынишку. Но тот был не один. Рядом стоял волк. «Никита, не шевелись», — предупредил Степан сына и вошел в дом. Там он взял ружье и снова вышел на улицу. Мужчина направил оружие на хищника. Никита повернулся в сторону отца. «Нет, папа, он мой друг», — закричал мальчик. Хищник, испугавшись крика, побежал. Степан в недоумении взглянул на сына. «Друг, волк?» — спросил он Никиту. «Мы дружим уже год», — ответил мальчик. «Ты понимаешь, что это опасно? Он покусает или загрызет. С хищниками не дружат», — сказал отец. «Ты не прав. Дымок хороший», — возразил сын. «Дымок? Ты и имя ему придумал», — удивился Степан. «Папа, ты помнишь, я в том году долго болел?» — спросил Никита. «Помню. Мы еще боялись, что отстанешь по школьным предметам. Трудно будет наверстать пропущенное», — подтвердил отец. «Когда я стал поправляться, мама вывела меня погулять в сад. Ей тогда позвонила подруга. Попросила прийти», — вспоминал Никита. Отец слушал и удивлялся рассказу сына. После ухода матери, Никита остался в саду один. Он посидел на скамейке, потом решил пройти по саду. Вдруг мальчик услышал, что кто-то скулит. Он начал осматривать сад. В дальнем его конце на земле лежала мертвая волчица. Рядом ползал маленький волчонок. «Никита, ты где?» — раздался голос матери. Женщина вернулась от подруги и пошла искать сына. Она увидела мертвую хищницу и Никиту. Мальчик гладил волчонка. Тот прижался к ребенку, словно к матери, и замолк. «Мама, давай возьмем его к себе», — попросил сын. «Отец будет ругаться. Отпусти его и пошли домой», — сказала мать. «Я не брошу его. И волчицу надо похоронить», — ответил Никита. Мать поняла, что мальчик не уступит. Она сходила в сарай за лопатой и закопала волчицу. Потом принесла из дома миску с молоком. Волчонок с жадностью припал к тарелке. «Давай устроим ему здесь домик. Отец сюда не ходит. Может, не заметит», — предложила мать. Никита с радостью взялся за сооружение убежища для маленького друга. Мама принесла деревянный ящик. Поставила его на ребро. Вниз Никита постелил свой старый свитер. На крышу они положили лист железа. Защита от дождя и ветра волчонку была обеспечена. Каждый день Никита бегал к своему новому другу. Он кормил его и играл. Мама тоже навещала Дымка. Так они назвали его за серый цвет. Когда волчонок подрос, он стал часто убегать в лес. Никита грустил. Он боялся, что друг окончательно забудет его. Однажды Дымок не вернулся. Никита звал его, бегал к лесу. Но друга нигде не было. «Сынок, он волк. Рано или поздно это должно было случиться. Он среди своих, ему хорошо», — пыталась успокоить его мать. Наконец, волк вернулся. Да не один, а с подругой. Волчица стояла вдали. Волк кинулся к Никите. Мальчик стал гладить Дымка, а тот лизать ему руки. Волчица ушла в лес. «В этот момент появился ты, папа, и напугал моего друга», — сукоризной проговорил Никита. «Прости, я переживал за тебя», — стал оправдываться отец. «Теперь Дымок не вернется», — проговорил сын. «Он уже вернулся. Посмотри», — сказал отец, указывая рукой. Чуть в стороне стоял молодой волк. Видно, он боялся Степана, поэтому не подходил близко. «Я пойду в дом. Не буду мешать вам», — тихо проговорил отец. Когда Степан ушел, волк подождал еще минуту и подбежал к Никите. Мальчик обнял друга за шею и стал гладить его, как будто это была собака. С тех пор каждый вечер Дымок наведывался в гостеприимный дом. Там ждал его Никита с кусочком свежего мяса.